Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. В начале второго сезона мы видим парня по имени Ван, который молится, обещая следовать по пути героя, но входит кардинал по имени Люба и представляет новую спутницу по имени Эста. Ван кажется впечатлен, задаваясь вопросом, тот ли она рыцарь, который победил генерала лорда демонов. Эста подтверждает это, и он представляется как Ван Фламберг. Люба объясняет, что он выживший принц королевства Фламберг, которое было уничтожено армией короля демонов. И по воле бога он стал героем. Они пожимают друг другу руки, как фея по имени Лавандер появляется и представляется как ближайший друг Вана. Люба думает, что команда укомплектована, и Ван заявляет, что начнет историю героя, который спасет мир. Поверил. Тем временем Годвин с Эрендалой, и он просит отпустить его, потому что он уже сказал ей, где Ред. Но Яра ему не доверяет и вспоминает, что он обещал ей в то время, как он вспоминает, что она заставила его. Стражник Зултана подозрительно смотрит на Годвина, но Яра объясняет, что они искатели приключений, поэтому он пропускает их. Тем временем Рути в походе с Редом и Рид. И она счастлива, потому что это ее первый раз, когда она путешествует с братом вне миссии. Они собираются в горный массив, называемый Краем Света, и это просто мирное приключение. Они решают сделать перерыв и попить чай, и гном по имени Могрим удивлен, что группа Реда идет на эту гору только для обручального кольца. Он считает, что Ред странный, но он объясняет, что ему нужен синий сапфир, потому что он подходит к цвету глаз Рид. Он знает, что эти редкие драгоценные камни должны быть у гиганта, и он не хочет экономить, так как это подарок, который дарят раз в жизни. Ред знает, что Могрим также здесь из-за своей жены, и Рути спрашивает о ней, поэтому он объясняет, что она беременна, поэтому он хочет сделать нож из кристалла земли, потому что он настолько острый, что человек даже не поймет, что он был разрезан. Ред знает, что это трудно получить, поэтому он понимает, почему он также хочет найти гигантов. Рути понимает, что все здесь ради кого-то, говорят, что она здесь ради Реда, потому что он всегда был с ней. Поэтому она рада поддержать его. Они продолжают свое путешествие, но сталкиваются с группой гоблинов и начинают сражаться. Могрим удивлен, увидев, как гоблин использует один из его мечей, но еще больше шокирован, увидев, как Рути побеждает их голыми руками. После боя Могрим замечает копье, также сделанное им, и Ред считает, что на его клиента напали гоблины. Он думает, что мир жесток, и никто не живет без боя, поскольку каждый хочет победить кого-то с благословением на развитие своих навыков. Рути говорит, что она решила перестать драться и жить своей жизнью. Но она задается вопросом, правильно ли это. Ред думает, что ей не следует об этом беспокоиться, но она вспоминает, как Шин сказал ей жить как герой, поскольку Бог не позволит ей жить мирной жизнью. Яра и Годвин приходят в магазин Реда, но они понимают, что его там нет, и Годвин просит отпустить его, когда появляется охранник, ищущий его. Узнав в нем человека, сбежавшего из тюрьмы, охранник не может поверить, что у него хватило смелости вернуться. И Яра упоминает, что она друг Реда, но охранник объясняет, что Годвин преступник, похитивший детей, которых Ред и Рид защищали. Яра задается вопросом, правда ли это, и он пытается объяснить, но она кажется очень злой. Он пытается убежать, но Яра останавливает его, пытаясь убить. Но Тисы спасает его, интересуясь, что он сделал. Яра использует свою магию призыва, вызывая дракона из-под земли. Тисы пытается остановить ее, но в итоге ее хватает, и кто-то внезапно использует заклинание льда, мгновенно замораживающее дракона. Годвин узнает в ней бывшего мэра Зултана, но она упоминает, что она уже на пенсии, и думает, что ее магии будет недостаточно. Тисы просит ее укрыться, и она бросается вперед, уклоняясь от атак дракона. Ей удается подобраться ближе, но Яре удается удержать ее. Яра задается вопросом, кто она, и она упоминает, что она подруга Реда. Но Яра ей не верит. Она объясняет, что они отправились на край света за драгоценным камнем для своих обручальных колец, и Яра удивляется. Услышав это, она отпускает Тиса, понимая, что она говорит правду. И Мисс Торм говорит ей исправить беспорядок перед уходом. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Группа находится в деревне монстров Цуг, но Могрим нервничает, потому что зоги — это монстры, которые едят людей. Но Ред думает, что с ними все будет в порядке, потому что их старейшина его друг. Зоги знают о горе, поэтому он хочет узнать о гигантах. Старейшина подходит к Реду, и Ред дает ему кусок мяса. Он задается вопросом, знает ли он о поселении гигантов, но старейшина предупреждает его, чтобы он был осторожен, поскольку гиганты в последнее время ведут себя странно. Молодой Цуг падает с дерева, поэтому Рути исцеляет его, а Рид думает, что ветка сломалась, потому что деревья нездоровы. Ей это сказали духи, поэтому она просит Реда сделать удобрение. Ночью Рути и Мграм спят, а Ред доделывает удобрение. Он смотрит на Рути, когда появляется Рид, задаваясь вопросом, что у него на уме. Он упоминает, что думал о благословении Рути, говоря, что ее новая способность отменяет побочный эффект, и она кажется счастлива. Из-за этого он волнуется, потому что не знает, что происходит, но хочет помочь ей. Тиса и Яра пытаются найти Реда. Они разбили лагерь, и Яра задается вопросом, почему Тиса присоединилась к ней.
И она утверждает, что это из-за горячих источников, но на самом деле ее беспокоит реакция Яры, потому что она узнает, что Рути отказалась от роли героя. Тиса задается вопросом, почему Яра присоединилась к группе героя. Яра объясняет, что присоединилась к группе героев из-за него. Яра думает, что пытаться победить повелителя демонов всего 6 людьми это бред, и думает, что не все должно быть в руках героя. Яра понимает, что Тиса тоже переживает за героя, и рада узнать, что Рути с Редом. Тем временем Ред и остальные уже достигают вершины горы. Ред говорит Рути жить той жизнью, которую она хочет, и обещает поддержать ее даже вопреки Богу. Тиса внезапно зовет Рути, и Яра обнимает Реда. В это время группа Вана только что убила монстра, и Эста говорит, что есть пострадавшие, потому что они опоздали. Но Ван объясняет, что человек выполнил свою роль. Эста в замешательстве, но Ван говорит, что все это было по воле Демиса, и он способен выполнить свою роль героя. Группа делает перерыв, и Яра рада воссоединению с Редом, говоря, что она рада, что он живет вместе с Рид. Она предлагает переехать с ней в королевство Керамен, но Рути сразу отвергает эту идею. Яра объясняет, что Кераман крупнейший город-государства на континенте Авалон, и погода хорошая благодаря магии, говоря, что высшие эльфы никогда не предадут своих союзников. Яра все еще расстроена тем, что его выгнали из отряда героя. Он объясняет, что больше не может участвовать в битвах, но она все равно хотела путешествовать с ним, даже если он станет обузой. Она задается вопросом, почему Рит оставила ее собственная страна, но она объясняет, что это была ее идея. Она беспокоится, что Реда снова могут предать, но он думает, что все в порядке. Рид заваривает больше чая из-за холода, но Тиса упоминает, что она знает место, где они могли бы согреться. Они идут на горячие источники и поражаются виду. Яра обнимает Рути, счастливая, что она наконец может жить своей жизнью. Рид задается вопросом, что за монстры такие гиганты, и Рути объясняет, что они получают энергию из драгоценных камней. Яра задается вопросом, где Ред, и мы узнаем, что он моется один, потому что Могрим ненавидит принимать ванну. Но Яра находит это грустным, поэтому не решает присоединиться к нему. Тиса спрашивает Рути, согласна ли она, чтобы Ред и Рид женились. Поэтому Рути говорит, что хочет, чтобы Рид вышла замуж за Реда, потому что она будет хорошо к нему относиться. Рути знает, что она не может выйти за него замуж, потому что они брат и сестра. Но думает, что она все еще может быть его любовницей. Она решает присоединиться к Реду, оставив Тиса в состоянии шока. Грам тоже недоволен, потому что Яра пригласила Реда и Рид жить в Киране. Она объясняет, что там им будет лучше, но Грам думает, что высшим эльфам нельзя доверять. Группа наконец прибывает в поселение гигантов, но замечает, что что-то не так. Они встречают лидера гигантов, который извиняется за то, что не может им ничего предложить, но группа не возражает. Ред достает зултанское стекло и говорит, что они хотят обменять его. Гиганты находят его красивым, но лидер объясняет, что у них нет драгоценных камней для обмена. Ред и Рид обеспокоены, и к группе подходит маленький гигант, чтобы посмотреть. Ред отдает ему стекло, делая его счастливым, поэтому он делает небольшой надрез в стекле и получает энергию. Ред предлагает все стекло, прося лидера распределить его между ними. Лидер выражает свою вечную благодарность. Гиганты начинают резать стекло, и пока Рути наблюдает, она спрашивает Реда, почему Демис создал их такими. Ведь каждое живое существо было создано с определенной целью. Он объясняет, что победив гигантов, люди приобретают драгоценные камни. Так что, возможно, они были созданы, чтобы стать врагами и развить их благословений. После этого лидер гигантов еще раз благодарит группу, и Ред задается вопросом, что происходит. Поэтому лидер объясняет, что там начал жить драгоценный зверь, превращая минералы в свинец, наделенный магией. Яра понимает, что весь регион окажется в опасности, если грунтовые воды будут загрязнены свинцом. Рути понимает, что это может быть связано с ослаблением деревьев, и они решают победить монстра. Но Рид задается вопросом, как они будут с ним бороться. Ред слышал раньше об этом монстре, так как в прошлом группа сражалась со зверем. Но монстр находит их первым, и Рути чувствует что-то, предупреждая их увернуться. Монстр атакует энергетическим лучом, который ударяется в камни, превращая их в свинец. Монстр атакует из-под земли, направляя энергетический луч, но Рути удается заблокировать его своим святым щитом. Щит ломается, но ей удается защитить всех. Яра пытается обездвижить монстра, используя свои шипы, но они гниют. Рид и Тиса атакуют, но их клинки бесполезны против кожи монстра, и Рути наносит удар, но ее меч ломается. Ред думает о своей слабости, когда Рути вытаскивает меч героя и умудряется сбить существо с ног. Ред отмечает, что удар оказался слабее, чем ожидалось, поэтому он думает, что он использует магию для поддержки своего тела. Рути пытается ударить снова, но монстр использует ее святой щит, чтобы заблокировать атаку, а также использует против них шипы. Существо продолжает использовать свои заклинания и не понимает, что оно может воспроизводить способности. Они думают, что у монстра есть несколько благословений, и он запускает в них Асфальтоукладчик.
как метеориты, но Рути использует свой святой щит и отклоняет метеориты обратно в монстра. Монстр падает, и они решают ослабить его благословение, поэтому используют лекарства диких эльфов. Яра принимает зелье маны и использует своего дракона, чтобы обездвижить монстра, в то время как Ред и Рид работают вместе. Его благословение ослабевает, и монстр падает на землю, не в силах выдержать свой вес. И Рути наконец уничтожает его с помощью кулаков. Зараженные минералы приходят в норму, и не замечают надписи на монстре. Они возвращаются, и Мграм рад, что наконец-то получил кристалл земли. Ред кажется рад за него, но он не нашел синий сапфир для кольца. Группа наслаждается прекрасным видом на обратном пути, и Яра заявляет, что она решила пока пожить в Зултане, так как ей интересно это место. Яра спрашивает Рути, все ли в порядке, и когда она не возражает, Ред решает подготовить приветственную вечеринку. В тот вечер Ван просит у Люба разрешения присоединиться к битве на линии фронта, но Люба хочет, чтобы он с Эстой усилили их благословение. Разговор прерывается, когда Люба сообщает, что дирижабль бывшего повелителя демонов был замечен направляющимся к Зултану. Люба решает отправить разведчика, и Иван, кажется, хочет присоединиться, но Эста и Люба напоминает ему сосредоточиться на охоте на монстров и усилении благословения. Пока Люба планирует исследовать Зултан и разработать новый план для Вана, Эста возвращается домой, где встречает Альберта. И когда она снимает маску, мы узнаем, что это Теодора. Кто? Эст объясняет, что дирижабль Рути был замечен, и Иван может отправиться в Зултан для расследования. Поэтому она говорит Альберту сообщить об этом Реду. Он соглашается сделать это, задаваясь вопросом, реален ли новый герой. Поэтому она объясняет, что руководство церкви признали Ивана новым героем, но она говорит, что он отличается от Рути. Ал приходит в магазин Реда, чтобы купить эссенцию, которая дает энергию. Ред удивлен, что она пришла так рано, и Ал объясняет, что сегодня фестивальный день, и поэтому она хочет насладиться им. Мы видим, что Ред тоже готовится к фестивалю, и Рид задается вопросом, как она выглядит, поэтому он говорит ей, что она выглядит великолепно. Во время прогулки они видят, как Гонс и Танта едят. Ред замечает, что он в отличном настроении, так как ему не нужно работать, и он объясняет, что собирается взять выходной на следующий день. Видя, как Зултан празднует фестиваль, Рид понимает, что праздник в каждом регионе разный, потому что в ее стране фестиваль более формальный. Гонс думает, что лучше взять выходной на следующий день, и Рид соглашается. Она пытается убедить Реда сделать то же самое, поэтому он решает завтра отдохнуть, и они понимают, что Рути и Тиссе тоже взяли выходной. Тем временем мы видим, как Мегрия наслаждается сауной с Апаралой. Мегрия замечает, что Апарала не может выдержать температуру, но она отрицает это. Поэтому Мегрия наливает больше воды, чтобы усилить жар. После этого они встречают Реда, и он задается вопросом, взяли ли они тоже выходной. И Мегрия подтвердила это, но Апарала объяснила, что она просто взяла перерыв. Они внезапно слышат шум снаружи, когда мальчик спорит с молодым человеком. Мальчик приходит в ярость, бросая бутылку в него. Но Адам ловит ее, говоря, что ему не следует этого делать. Адам объясняет, что мальчик нестабилен, потому что его благословение недавно проснулось, и извиняется за его действия. Парень принимает извинения, Ред кажется обеспокоенным. Они замечают, как Адам стал лучше, и внезапно услышав, как их зовет Яра в толпе, Тиса замечает двух подозрительных людей, но игнорирует их. Тиса спрашивает Яру, сколько ей лет, поэтому она шутит, говоря, что люди видят в ней 50-летнюю девушку. Группа идет к Апарале, чтобы поесть, но она, кажется, нервничает, увидев эльфийку из Кейрамина среди них. Она говорит, что эльфы идентифицируют себя по месту своего рождения, а эльфы Кейрамана особенные даже среди высших эльфов. Яра говорит, что ее происхождение не имеет значения, но она все еще нервничает, и Рути просит ее не волноваться, потому что она ее друг. Апарелла успокаивается, и группа начинает выбирать, что поесть. Рути и Тиса заказывают шашлык, а Рид решает попробовать все, говоря, что это выглядит великолепно. Ред задается вопросом, что Яра хочет съесть, и она заказывает то же, что и он. Когда они получают их заказы, Ред замечает дорогое блюдо, и Апарелла объясняет, что это заказала Рути. Он просит Тисы остановить ее, но она с нетерпением ждет заказа и поражена после первого кусочка. Рути продолжает смотреть на него, поэтому он сдается, и они наслаждаются едой. В то время как Рути радостно наблюдает за ними. После еды группа встречает Годвина и Мисс Сторм. Годвин пытается избежать их, но она бьет его, говоря, что ему больше не нужно убегать. Раз он торговый представитель Зогов, то вести себя должен соответственно. Тиса беспокойная насчет него, но Мисс Сторм говорит, что у него есть навыки и просит его усердно работать над своими ошибками. Они замечают, что фестиваль подходит к концу, но охранник устал, потому что не может попасть по зимнему демону, поэтому охранник говорит ему следовать сценарию. Он внезапно приходит в восторг, увидев Рути, но она не помнит, кто он. Охранник пытается представиться, но зимний демон вырубает его. Ред смотрит на него и понимает, что это Данан.
Он подходит к ним, снимая маску, и Яра приветствует его, задаваясь вопросом, что случилось с его рукой, но он говорит, что с ним все в порядке. Так что он возвращается на сцену и продолжает играть свою роль зимнего демона, позволяя стражникам победить. Ред и Рид танцуют вокруг костра, пока Тисса наблюдает и встревожена, когда слышит, как пьяницы говорят о спрятанном дирижабле в Зултане. Рид замечает, что Рути смотрит на них, поэтому позволяет Реду потанцевать с ней. Рути благодарит его за день, но он говорит, что это еще не конец, и приглашает ее потанцевать. Она колеблется, но Ред настаивает, говорят, что главное получать удовольствие от танца. Она задается вопросом, можно ли ей быть счастливой, а он думает, что она вытерпела достаточно боли, поэтому он думает, что ей пора наслаждаться жизнью. Тем временем Люба спрашивает Эсту о Ванне, и она объясняет, что его невероятные темпы роста превзошли ее ожидания, говоря, что глупо отправлять его в незначительное место вроде Зултана. Но Люба все же считает необходимым исследовать дирижабль в Зултане и просит Эсту предоставить поддержку. А тем временем Ред и Рид готовятся ко сну и обещают вместе ходить на фестивали. Ред дарит Рид обручальное ожерелье, обещая получить синий сапфир, и надевает ожерелье ей на шею. В то же время подозрительные люди ищут дирижабль, но их находит Тисса. Они убегают, узнав ее, задаваясь вопросом, что она делает в Зултане. Но вскоре они попадают в паутину. Она загоняет их в угол, но кто-то бросает кинжал и прорезает паутину, позволяя им сбежать. Тисса узнает его, но он бросает кинжал и исчезает. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.